Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Чонгук был настроен ругаться, пока не осознал, что напроказничал Тэхён. Особое отношение к Тэхёну. Здесь так хорошо видно, как Чонгук прям был возмущен сперва, но, посмотрев на Тэхёна, сразу успокоился и мягко заулыбался. Девятое место. Участники были заняты едой, а эти двое обниманием. Момент, когда весь фандом возненавидел тот пакет. Восьмое место. Совпадение или нет? Все ведь помнят это хулиганство Тэхёна. Чонгук, прилетевший к Тэхёну на Гавайях, и Тэхён, приехавший к Чонгуку на Чеджу. Вроде вот было совсем недавно, а тем временем уже 3 года пролетело. Седьмое место. Это вам тоже надо. Самое время для нужных акцентов. Шестое место. Поведение пары. Как нежно по ручке прошелся. Пятое место. То, каким спокойным выглядит Чонгук, обнимая Тэхёна. Четвертое место. Забота. Когда ты упадешь, друг посмеется над ситуацией. Любимый человек сначала поднимет и лишь потом посмеется с тобой вместе.
3 место. Новости. Ну, примерно так выглядит работа мечты. Тэхён стал единственным айдолом, который набрал 4 миллиона твитов за раз. Несмотря на то, что его сценическое имя и имя Тэхён в бане в Твиттере. Тэхён и Тэхён и Селин превысили 4 миллиона и 3 миллиона твитов соответственно. Александр Ван Хаути поделился в Инстаграм. «Я никогда раньше не видел ничего подобного», он имел в виду людей, пришедших на шоу. Гости шоу поднимались с места и снимали толпу на свои гаджеты. Bloomberg описала шоу как «кричащие и плачущие фанаты заполнили обе стороны Пале-де Токио перед шоу Селин». Тем не менее, они пришли не из-за одежды Эдди Слимана, а для того, чтобы мельком увидеть одну из самых обожаемых звезд в мире – Ким Тэхёна. Кихо SP 1 Harmony носит повязку Тата. Тата, пижама, чистят зубы на камеру, плагиат на плагиате или у них тренд такой. Создан анимационный персонаж, в основу которого лег образ Тэхёна. В приключенческом фэнтезийном анимационном фильме «Полицейские юрского периода» в поисках легендарных древних существ есть очаровательный персонаж злодей Дед Бориан, вдохновленный Тэхёном. Режиссер Ли Джэ Мин рассказал, образ Дед Бориан черпает вдохновение от Тэхёна. «Я хотел, чтобы злодей был очень обаятельным. Поскольку мне нравится BTS, я приложил много усилий, чтобы нарисовать Дед Бориан». Главный злодей мультфильма «Полицейские юрского периода» Дед Бориан мечтает о господстве над Вселенной, наделен мощной силой и является очаровательным персонажем, цель которого месть за то, что когда-то был уничтожен. И тут я вспомнил, как Тэхён сказал, что хотел бы сыграть роль плохого мальчика. Его мечта почти сбылась. Я просто хочу четко видеть тебя. Фанаты прислали десятки цветов к фасаду здания «Хайп» с надписями «Хватит убивать Эдор», «Нью Джинс никогда не умрет». Поклонники заявили, весь фандом глубоко сожалеет о том, что «Хайп», материнская компания Эдор, которой принадлежит Нью Джинс, игнорирует голоса фанатов и артистов. Если «Хайп» не прекратит незаконную деятельность, подобную той, что произошла недавно, фанаты продолжат действовать и бороться за защиту прав и достоинства артистов. Еще ракурс и несколько кадров с Хосоком. Согласно последнему отчету Hype Audit, Ким Тэхён входит в число самых влиятельных людей во всех категориях и странах, занимая 8-е место. Вооруженный передовыми инструментами на базе искусственного интеллекта, Hype Audit исследует подлинность охвата и вовлеченности влиятельных лиц, отделяя зерна от плевел в мире, где маркетинг влияния – это многомиллиардная индустрия.
когда бренды или компании ищут влиятельных людей, которые будут представлять их продукт, марку, лейбл и так далее. Они приходят в Twitter не за мнениями фанатов и антиподов или за страницами. Размещенными в популярных твитах, они обращаются к агентствам, которые проводят надлежащую исследовательскую работу, чтобы решить, подходит ли им раскрученный человек или нет. Новое видео с Намджуном. Тэхён продолжает укреплять свою популярность, став самым популярным кей-поп-исполнителем в Google в первой половине года. Недавно он был признан самым разыскиваемым артистом-мужчиной, с которым многие хотят устроить челлендж. Тэхён выиграл опрос Which Male Star Do You Want to Do a Challenge With? Пройдет в приложении Starpoll. Результаты опроса показали, что Тэхён получил 77 497 голосов. В настоящее время становится тенденцией привлекать фанатов, выполняя задания с песнями артистов. Многие люди прозвали Тэхёна королем вызовов индустрии, потому что он привлек много внимания и смог вызвать ажиотаж среди людей каждый раз, когда он присоединяется к вызову с другими артистами. Танцевальный конкурс на песню «Hype Boy» с женской группой New Jeans собрал более 100 миллионов просмотров, 15 миллионов лайков и 178 600 комментариев. Комментарии, безусловно, полны похвал за его точные танцевальные движения. Кроме того, Тэхён выполнил другие челленджи. Например, танцевал под Smoke с Бада и Гоф, где Тэхён продемонстрировал свои мощные танцевальные шаги. Он также участвовал в челлендже On the Street Challenge с Хосоком, который включал в себя танец вольным стилем, который был легким, но крутым и очень хорошо соответствовал песне. Челлендж Тэхёна имеет наибольшее количество просмотров. Вызов, который Тэхён выполнил с другой песней Хосока, Chicken Noodle Soup, также имел наибольшее количество просмотров. Тэхён также принял участие в челлендже Paint the Town Red от Doja Cat, фан-видео которого за 5 дней набрал 36 миллионов просмотров и 7 миллионов лайков. Они безопасное место друг для друга. Фан-базы Тэхёна объединились и организовали рекламу, которая охватывает местную Санта-Монику, чтобы продвигать культовую выставку Тэхёна по всему Лос-Анджелесу в течение всей ее первой недели. Также для тех, кто посетит Type 1 в Лос-Анджелесе и хочет совершить экскурсию в стиле Санта-Моники, они организовали скидку для фанатов, которые могут забрать их в Артспас и насладиться местными пейзажами от велотакси вдоль живописных пляжей, слушая музыку Тэхёна. Также они организовали кафе рядом с местом проведения выставки, где фанаты могут насладиться музыкой Тэхёна и хорошо провести время. Перевоплощение за секунду от милого до горячего Тэхёна. Какая песня BTS самая лучшая? Spring Day или Dynamite? В новом выпуске подкаста «500 лучших песен» от Rolling Stone мы рассмотрим, как BTS покорили мир на своих условиях. BTS уже были прорывом в родной Южной Корее в 2017 году,
когда выпустили один из своих определяющих хитов – эмоциональную балладу «Spring Day». Это была пронзительная история о горе и утрате. 3 года спустя Dynamite показал совершенно иную крайность их музыки, зажигая на танцполе. Шикарный диско-порыв Dynamite был взрывом солнца в мрачные дни пандемии летом 2020 года. Но какими бы разными они ни были, обе песни показывают, как BTS стали международными суперзвездами, вырвавшись за пределы мира кей-поп и покорив планету. Я так люблю, когда Тэхён так нежно касается Чангука. Комментарии корейских нетизенов касательно влияния Тэхёна в Инстаграм. Я тоже подписана на Тэхёна. Поздравляю Тэхёна, его Инстаграм такой интересный. Я каждый раз удивляюсь, когда вижу количество лайков в его Инстаграм. Топ-7 в мире, номер 1 в Азии, он невероятный. Мне очень нравится Инстаграм Тэхёна. Влияние Тэхёна просто потрясающее. Тэхён лучший. Поздравляю. Я тоже подписана на Тэхёна. Количество лайков просто невероятно. Как и ожидалось от Тэхёна. Я хочу увидеть Инстаграм Тэхёна, потому что он так хорош и имеет смысл. Тэхён 5 лет назад в Твиттере. Аж дар речи потерял. Картины Тэхёна и Интона в частной художественной академии в Тэгу. Я также встретила Тэхёна, благодаря которому взгляд светлеет, даже просто глядя на него. А кто-то каждый раз так следует за ним. В последнее время очень много пересматриваю старые моменты группы и понимаю, что безумно соскучился по ним. По тому времени, когда они все вместе дурачились, проводили время в отдыхе, работали вместе. По тому времени, где они были всемиром. Я счастлив и люблю эру, в которой мальчики раскрыли себя индивидуально и смогли выпустить работы, которые хотели. Но то время, когда участники были одним целым механизмом, и ARMY тоже. Тогда была огромная поддержка, не считая некоторых моментов. Но сейчас слишком много негатива, слишком много давления. Я скучаю по той атмосфере, которая была раньше, и очень надеюсь, что в будущем мальчики смогут снова объединить всех, и хотя бы половина этой негативной стороны исчезнет. Я надеюсь, что вы посмотрите на группу с другой стороны и увидите то, на что смотрите сейчас с таким негативом. Мальчики все близки между собой. Я не устану повторять о том, как сильно они ценят и любят друг друга. Но некоторые порой переходят границы и застревают в своих фантазиях, где есть одна сплошная ненависть. И какая-то выдуманная борьба. Будьте реалистичнее и поддерживайте всех мальчиков. Он просто хочет быть ближе.
шаманка, с самого начала являющаяся центральной фигурой в продолжающейся вражде Adore Hype, теперь бесследно исчезла. После взрывных разоблачений корейские СМИ попытались достучаться до М-шрайн шамана, расположенного в Эйчвилла, но обнаружили, что он заброшен. Таинственное исчезновение добавило еще один уровень интриги к и без того скандальному делу. Несмотря на то, что шаман был представлен как просто знакомый, обнародованные сообщения показывают уровень зависимости и влияния. Эти сообщения также включают пренебрежительные замечания об участницах Нью-Джинс Хане, Даниэль, Мине, Хэрин и Хён, включая негативные замечания относительно их внешности. Попытки найти шамана не увенчались успехом. ТВ Дейли отправились в старый офис шамана в Ексемдоне, КНМГУ, Сеул, но он был пуст. Исчезновение шамана делает все это еще более загадочным. Хотя не ясно, является ли госпожа Ли той самой предсказательницей, которая ранее предлагала противоречивому генеральному директору отправить BTS в армию. Хайп обвинили Мин Хи Джин в том, что она консультировалась с этой таинственной фигурой, чтобы применить черную магию и заставить BTS записаться в армию, и якобы предлагала что-то вроде: «Для меня было бы лучше, если бы BTS пошли в армию. Отправьте их». Хотя хайп вызвала массовую негативную реакцию из-за публикации личных сообщений в KakaoTalk, этот вопрос расследуется. Источник новостей сообщает, что святилищем теперь управляет новый шаман по имени Эйч, который утверждает, что не имеет никакого отношения к этой злободневной теме. Когда к ним подошли, Эйч осторожно ответил на вопросы, открыв дверь с настороженным выражением лица. Внутри все выглядело как обычное место, где люди гадают, но не было четкого знака, говорящего о том, что это бизнес. Когда его спросили о связи с Мин Хи Джин, он сказал: «У меня нет с ней никаких отношений, и я не тот шаман, о котором идет речь», сообщает ТВ Дейли. «Я начал заведовать этим местом, как У-Шрайн, с января этого года. Я мало что знаю о предыдущем арендаторе», добавил человек. Самый великолепный и замечательный человечек. Песня Чангука «Closer to You» превысила 100 миллионов прослушиваний на Spotify. Так скучаю по временам, когда выходил Run. Чангук – один из победителей Fairy Award в рамках 2024 Moundown Mini Awards, посвященный 20-летию шоу. Награда вручается артистам, которые продемонстрировали сильное влияние своей финальной сказочной сценой. Что здесь происходит? Тэхён 11 лет назад.
Никто не палит так Чонгука и Тэхёна, как они сами, но еще больше их палит Чимин. Просто то, как он сдал Тэхёна, который ходит в спортзал, чтобы посмотреть на тренировки Чинга, да еще и по прессу водит рукой. Моя фантазия покинула чат. Тэхён 5 лет назад на VIP превью фильма «Связной» с Седжуном и Ушакуном в главных ролях. Но очень мало места. Вот вообще его нет. С трудом уместились. Красивая фотосессия. Они всегда держат друг друга за руку. Эль Кория сообщила об успешных поклонниках Ким Тэхёна на Олимпийских играх. Хо Мими выразила стремление выиграть золотую медаль на следующих Олимпийских играх. Она также сказала: «Я хочу когда-нибудь встретиться с Тэхёном, но мне интересно, смогу ли я встретиться с ним как серебряный медалист, а не золотой». Национальная теннисистка Шин Юбин также рассказала, что она была давней поклонницей Ви и стала успешной поклонницей. Просто взглянув на тот факт, что она публично получила поддержку Ви. Второе место. Это так интимно. Ох уж эти шаловливые руки. Мне каждый раз плохо от этих фото. Первое место. Все нормально, это просто Чонгук, признающийся в любви Тэхёну без всяких хён, бро. 나는 먼저 사랑한다는 얘기 안 한 거야. 네, 세영아 사랑한다. Your Eyes Teddy 저의 취향이에요. Your Eyes Teddy 감사합니다. 네. 사랑합니다. 사랑합니다. 사랑해, 사랑해. 되게 예술적이잖아. 나는 먼저 사랑한다는 얘기 안 한 거야. 죄송합니다. Обнять – это замечательный повод приехать.
когда Чангук вот так прикрыл глаза, обнимая Тэхёна. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.